Здравствуйте, дорогие друзья! Я тут смотрел в сети, выбирал материал, который бы подошел для обзора, следующего обзора по бритью. Ну, тема настолько обширна и настолько многогранна, что я думаю, без дополнительных вопросов с вашей стороны, наверное, было бы мне бессмысленно за это дело браться. Ну, а самое разумное, что, наверное, можно сделать в этой ситуации, с учетом тех комментариев, которые вы оставляли в теме, что такое бритье может оставлять раздражение и прочее, прочее, я просто решил вам показать один из вариантов бритья в моем исполнении, который вы, собственно, сейчас вы сможете увидеть. А самые терпеливые, кто досмотрит это видео до конца, смогут узнать тему следующего видеообзора. Итак, приступим. Давайте побреемся. Добрый вечер, друзья. После моего последнего видео на бритвенную тему у некоторых людей были вопросы по поводу раздражения и вообще, зачем все эти заморочки. Ну, это не необходимость. Это просто вопрос, нравится вам это или не нравится. Ну и кто любит получать удовольствие от бритья, он, в принципе, может этим воспользоваться. А у кого на это просто нет времени, и каждый день он тратит на это не больше 5 минут, ну, тогда это не тот вариант. Итак, по порядку. Все, что для этого понадобится, я уже приготовил. Открываю горячую воду. Ну, не так, чтобы горячую, а чуть горячее, чем обычно. Ну, в принципе, любая салфетка, которая вас устроит. Чаша, в которой будете делать пену. У меня помазок обычно лежит сохнет. Прежде чем продолжить, неплохо было бы его замочить. Так, пускай прокиснет маленечко. Тот самый прораса, про который я вам говорил, с обалденным запахом. Ну, самое время приготовить пену. Сегодня я возьму лактиан. Берем нашу чашу. Помазок уже отмок. Пока взбиваете, у вас здесь в чаше образуется, в принципе, достаточно небольшое количество пены. Но в чашке этого делать нет необходимости. То, что с помазка, мы просто собираем в вашу чашку. И продолжаем работать здесь. В принципе, на видео может быть чуточку долго получается. В реальности много времени это не занимает. Так, я вижу, что было бы неплохо добавить маленько воды. Если у вас пена получится сильно густая, она будет быстро сохнуть на лице. И ну, просто это не так приятно, как влажная пропитывающая пена. Ну и скольжение опять же будет другое. Ну вот, то, что мы хотели, мы получили. Так, как вам будет лучше видно. Теперь самое время сделать компресс. Ну долго. Обычно
это делаю чуточку дольше. Но сейчас на камеру сильно не буду продолжать, чтобы не затягивать видео. Все, поехали. Локтиан. Да, с другой стороны, я бы и не сказал, что он сильно дорогой у них. Как я вам уже говорил, у меня прогресс. Так, лезвие промывал, надо выставить так вот на двоечку. Если вы нагреете станок, он будет в коже ложиться гораздо приятнее. Итак, первый проход. Надеюсь, вам хорошо видно, чтобы потом не перезаписывать. Когда люди спрашивают, а чем, собственно, вот эта пена отличается от той, что в баллоне? Вы знаете, если бы люди хотя бы раз попробовали вот эту пену, наверное, им отвечать бы не пришлось. Первый раз я прошел по шерсти. Поторопился. Второй раз мы сейчас идем перпендикулярно шерсти. А третий раз пройдем против шерсти. И все будет чистенько. Главная цель поэтапно показать, что и как я делаю при бритье. И что на самом деле не так страшно черт, как его малюют. На самом деле это занимает не так уж и много времени. А удовольствие гораздо больше, чем от обычного бритья. Все, теперь против шерсти. Я сейчас буду брить так, как у меня растут волосы. Вы можете это делать совершенно иначе. В принципе, каждый взрослый мужчина должен знать, в какую сторону, где и как у него растут волосы на лице, чтобы чисто побриться. Ну вот и все почти готово. Четвертый раз контрольный. Я точно знаю, где у меня что-то где-то как-то остается, поэтому много времени это тоже не занимает.
Вот, друзья, и все готово. Следующее, промываем все свои инструменты. Если вы станок не промоете, просто бросите. Но я думаю, что через неделю, через две он у вас уже будет представлять печальное зрелище. Есть в остатках щетины и белом налете. Таким инструментом бриться. Поэтому самое лучшее его промывать сразу. Помазок. Промываю, высушиваю полотенцем. Не сильно. И в таком состоянии у меня вот здесь вот есть такая веревочка. Вам ее, к сожалению, не видно. Эта жена повесила какую-то свою шампуньку, а я ее использую для своих целей. Ну и вот так я его подвешиваю. Ей не мешает, мне удобно. И, в принципе, за сутки он высохнет, а потом можно будет спокойно его убрать на подставку. Так, сейчас у нас промылось, убираем, опять набираю воду, ложу туда салфетку. Ну все, она нагрелась. И еще один комплект. Поверьте, друзья, это приятно. Вариантов на самом деле несколько. Первоначальный вариант делать все то же самое, но с холодной водой. Пробовал. Эффект тот же самый, но кайфа меньше. Ну еще один вариант. Брать лед и куском льда проходить. Вариант кошерный. Кожа, как у младенца, знаете, натянутая такая, прям приятная. Ну, блин, ломы бегать за льдом, поэтому я для себя изобрел вот этот способ. Ну и напоследок, опять же, по желанию. Я это делаю только для того, чтобы показать вам. На самом деле это требуется по необходимости. Сейчас я нигде не порезался, поэтому защищать нет смысла. Все, вот вся работа этого кубика. После этого точно так же его можно обмакнуть салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. Убрать его совсем. Извиняюсь за внешний вид. Обычно это делаю без футболки, но чтобы вас своим голым пузом не пугать, вот одел футболку. Жена настояла. После этого можно уже буквально через 5-7 секунд промокнуть то, что у вас от этого камня остались. Сегодня гуляем, сегодня будем хорошим итальянским автошейвом брызгаться. Он мне очень нравится, прикольная штука. Так, не могу я левой рукой. Друзья, не удивляйтесь, что я так много брызгаю. На самом деле вылетает не так уж и много. Но запах. У меня любимая, когда первый раз его услышал, говорит, то что, шипр что ли? Нотка шипра какая-то есть. Но, друзья, не путайте с тем шипром, который сейчас на полках. И даже не с тем, который был лет 10, 15, 20 назад. Это шипр, которому лет 30, 40, 50, наверное. Это не шипр, прошу прощения, неправильно сказал, нотка этого шипра. На самом деле это самостоятельное произведение, его выпускают уже не одно десятилетие, и ну, это вещь, как, собственно, и многое из того, что здесь стоит на полке. В прошлом виде меня обвинили в фетишизме. Ребят, это не так. Если человек сам себя не любит, ну это плохо. Надо себя любить. Не возводить это в какой-то такой рамк, а просто надо себя любить и уважать. Если сам себя любить и уважать не будешь, то люди будут относиться к тебе так же. Поэтому какой-то минимум для себя может сделать каждый. Можно на этом заморачиваться, можно не заморачиваться, но делать это все равно нужно. Это мое личное мнение, я не настаиваю, но я так думаю. Ну вот, собственно, и все. Наше бритье закончилось. Можем спокойно идти заниматься своими делами. Ну а
У меня щетина появится, вот если это сделал утром, но только на следующий день к обеду я уже смогу поцарапать. Поэтому бреюсь примерно, ну где-то раза 2-3 в неделю. Большего и не надо. Рад был вас увидеть. Всего хорошего, густой вам пены и хорошего, приятного бритья. До свидания, друзья. До новых встреч. Итак, как можно побриться, вы уже посмотрели. И что же у нас будет в следующем видеообзоре? А в следующем видеообзоре я постараюсь вам рассказать о тех самозамесах, которые у меня уже получились и с моей стороны остались на постоянку. Возможно, это вас заинтересует. Ну а также тех тонкостях и наблюдениях, которые отложились за время творческого процесса по всей этой теме. Ну, всего хорошего, до встречи, густого вам вкусного пара и берегите себя. До свидания.